Всем привет, друзья! Сегодня хочу поговорить с вами о сайте ScaleMates. Наверняка многие из вас хорошо знают этот ресурс, да и я сам довольно давно с ним знаком. Но буквально недавно этот сайт открылся мне совершенно иной стороны. Мой подписчик Евгений Литвинов довольно давно приглашал меня зарегистрироваться здесь, но по тем или иным причинам дальше регистрации дело не зашло. Но на днях я обратил внимание вот на эту надпись, и она сработала для меня как некий триггер. В переводе это означает «управление запасами», и тут я подумал, неужели на этом сайте можно проводить учет запасов, каталогизировать их и раскладывать, так сказать, по виртуальным полочкам. И да, оказалось, что это можно, и инструменты для управления запасами здесь довольно обширные. Так что сайтом я не на шутку увлекся. И сейчас хочу поделиться с вами своими изысканиями. Игорь с канала «В масштабном гараже» предложил записать такой вот небольшой обзор сайта. Да я и сам собирался это сделать, поскольку, как я и сказал, ресурс очень заинтересовал и хотелось с вами поделиться его возможностями. Давайте начнем по порядку. Что собой представляет сайт ScaleMates? Я для себя здесь выделяю 4 основных направления. Первое – это база данных моделей и всего, что с ними связано. Второе – управление запасами. Третье – управление проектами. И четвертое – социальная сеть. Все эти аспекты очень здорово переплетены между собой и так или иначе завязаны на базу данных. Давайте с нее и начнем. Думаю, это именно та часть сайта, с которой каждый из вас уже сталкивался. Так что подробно останавливаться не будем, но все же обозначить надо. В базе данных сайта находятся, как я и сказал, не только модели, аксессуары и автомаркет, но и также многое другое, что связано с этой темой. Например, краски, книги, журналы, а также добавлены магазины и события. Давайте найдем какой-нибудь продукт и посмотрим подробнее. Например, вот такой вот Mercedes от MiniArt. Любой продукт здесь можно найти по артикулу, либо по части названия. На странице продукта расположена вся необходимая информация о наборе. Здесь также можно добавить фотографии, отметить все декали, которые предлагает производитель. И самая, на мой взгляд, интересная вещь – это таймлайн. Здесь видно, в каком году набор выпущен на рынок, а также в какие годы добавлялись модификации. Вот, например, у MiniArt довольно обширная линейка Mercedes'ов Type 170V, но все они базируются на наборе 2012 года. На сегодняшний день уже добавились даже фургоны. Далее, если добавлено на страницу, можно скачать инструкцию. Здесь же можно добавить набор в запасы, но об этом мы поговорим во второй части видео. Далее видно, у кого из участников набор находится в запасах, у кого в списке желаний, кто уже собрал или начал модель. Ниже располагаются магазины, где эту модель можно приобрести, и среди них есть также украинские. Далее все добавленные обзоры модели, здесь как статьи на сайтах, так и видео с YouTube. Вот, например, хороший русскоязычный обзор. Далее журналы, где засветилась модель. И вот интересный раздел «Сопутствующие продукты». Например, здесь вот можно узнать, что к этому Мерседесу предлагается фототравление или же смоляные колеса. Ниже также располагаются галереи, walkaround, а также проекты, в которых эта модель отмечена. О проектах также поговорим чуть далее. Все участники могут добавлять и редактировать контент на сайте. То есть вы можете добавить недостающий набор или отредактировать какие-то неточности уже в имеющемся. Также можно добавить недостающий контент в имеющийся набор. Например, инструкцию, фотографию и так далее. Вот, например, я здесь добавил общий вид коробки. Можно также добавить фотографии отдельных литников. Я постараюсь по мере обзора своих коробок также дополнять базу данных этого сайта. Редактирование наборов – это довольно обширная тема, и в этом видео я не буду ее касаться.
Но если вам интересно, напишите в комментариях, и я запишу об этом отдельный ролик. Для примера только покажу, как я оформил вот этот набор от Ace. Например, добавил общий вид коробки, а также все ее содержимое. Итак, это была база данных масштабных моделей. Ну а сейчас давайте перейдем к не столь очевидным аспектам сайта. И для этого переберемся в личный кабинет. На главной странице личного кабинета находится стена. В принципе, типичная стена для социальных сетей. Здесь отображаются ваши последние действия. Далее, вкладка «Заметки». Это персональные заметки, которые видны только вам. Страничка «Обо мне». Здесь можно добавить информацию о себе, личные данные, контакты и так далее. Очень здорово здесь организовано добавление видео с YouTube. То есть как только вы вставляете ссылку, она мгновенно превращается вот в такую надпись, и также появляется встроенный ролик. Далее раздел «Активности». Здесь можно добавить форумы, которые вы посещаете, журналы, которые читаете, любимые магазины, а также химию, которой пользуетесь. Также можно добавить клубы, в которых состоите, и в базе данных сайта есть даже 2 украинских клуба. Вот они, Бориспольский и Киевский. Ниже можно отметить свои интересы, любимые масштабы, темы, которые вас интересуют. Далее контакты, события, в которых вы планируете принять участие. Ну и в самом низу находятся друзья и подписки. Если вас заинтересовал этот сайт, то обязательно регистрируйтесь и добавляйтесь в друзья. Сейчас покажу, где это. Вот здесь на личной страничке нужно нажать Actions и добавить в друзья, или же подписаться. Если вы добавились кому-то в друзья, то подписываться уже не обязательно. То есть вы уже и так автоматически подписаны на человека. Но если добавляться не хотите, то можно просто подписаться. Вот такой вот личный кабинет на сайте ScaleMates. Далее разберем оставшиеся пункты меню, и здесь я их могу разделить на 2 категории. Это управление проектами и управление запасами. Давайте с запасами начнем. Все запасы находятся на страничке Stash. Это по сути и есть ваши закрома. Сюда можно добавить наборы, краски, инструменты и книги. На всех страницах сайта присутствует удобный фильтр, и содержимое можно отфильтровать по самым разным признакам. Например, масштаб, тематика, производитель и так далее. Также можно в свободной форме написать какой-либо запрос. Давайте сейчас рассмотрим, как добавлять модель в запас. Найдем что-нибудь. Например, вот такой вот трактор от Miniart. Добавить в запасы можно со страницы самого продукта или же с превьюшки. Нажать на плюс и выбрать категорию. Категорий здесь целых 6. Это список желаний, собственно, закрома, начатые модели, модели, заказанные в магазине и еще не полученные вами, далее модели, выставленные на продажу, и завершенные. Добавим трактор в список желаний. Вот он у нас появился в списке, его можно назначить проекту, но об этом чуть далее. И также можно добавить в запасы несколько коробок. Вот таким вот образом. Например, 2 коробки в списке желаний, 1 в наличии. Когда набор из закладок попадает к вам в запасы, можно нажать на кнопку Move и перенести в запасы. Или же для начала, например, On Order, то есть набор, который заказан в данный момент в магазине. Ну а после уже в запасы. Точно так же, когда вы начинаете делать набор, переносите его в начатые, ну и по завершению, соответственно, в завершенные. Еще очень интересная возможность – это разные способы удаления набора из запаса. То есть можно его просто удалить бесследно, но можно назначить какую-либо причину.
Например, продан, в процессе продажи, утерян, украден, подарен, выброшен в мусор или же разобран на запчасти. Вот примерно так я интерпретировал это слово. Давайте теперь посмотрим, что происходит с личным кабинетом. Во-первых, все наши действия отразились на стене, то есть показано, что мы добавляли этот набор в разные разделы. И также теперь для нас на превьюшке написано, что 2 набора имеется в запасах и 1 в списке желаний. И также этот набор отразился на соответствующих страницах. Вот так вот я отфильтровал свои запасы и вижу, какие трактора у меня в наличии. Далее посмотрим. Вкладочка «Начатые». Сюда я перенес все начатые наборы. Многие из них вы уже знаете по моему видео о долгостроях, но здесь есть также кое-что новенькое. Далее завершенные наборы. К завершенным я пока могу отнести только один набор, это Opel Капитан. На все остальные модели у меня еще не было презентации на канале, поэтому они все еще находятся в начатых. Далее закладки. Добавляю сюда все интересующие меня продукты. Конечно, не факт, что я их все приобрету, но раз они меня заинтересовали, пусть уже будут в этом разделе. Следующая страница. Заказанные. Здесь находятся продукты, которые в данный момент еще в магазине. Я их перенес на эту вкладку, чтобы они уже тоже были учтены. Следующая страница. Трейдинг. У меня ничего не продается, поэтому вкладка пустая. И последняя вкладка это Gone, то есть наборы, исключенные из запасов. Одну из моделей я подарил, поэтому здесь метка Gift, и 2 других я пометил как запчасти. Эти наборы попали ко мне еще в детстве в довольно плачевном состоянии, и сейчас они разобраны и ждут своей дальнейшей участи. Последняя страница в этой части личного кабинета – это статистика. Здесь по разным признакам сгруппированы все ваши запасы. То есть по типу, по масштабу, по году релиза, по бренду. Довольно интересная информация, можно проанализировать, отследить какие-либо тенденции. Еще не сказал, в запасах есть интересная возможность – это экспорт всего содержимого. Экспортировать можно файл PDF или же файл CSV. Так что таким вот образом вы можете даже распечатать свои запасы. Итак, это было управление запасами. Вот такие вот обширные инструменты для инвентаризации и учета предлагает сайт ScaleMates. Именно этот раздел меня в первую очередь очень увлек, и я буквально день-два залипал здесь, описывал все свои наборы, краски, инструменты и вносил на сайт. Теперь перейдем к управлению проектами. Этот раздел очень тесно связан с запасами, поскольку именно из запасов в проекты подтягиваются составные части. Давайте посмотрим на примере. Здесь вот у меня первый проект в статусе идеи, сборка немецкого локомотива BR-86 с использованием самого набора автомаркета от Эдуарда и также фигурок экипажа от Мини-Арт. Если вы строите диораму, то в проект можно добавить множество моделей, аксессуаров, автомаркета и всего того, что вы используете. Благо, база данных сайта весьма исчерпывающая. И здесь, наверное, есть все, что производится в сфере моделизма. Проекты, как видите, также фильтруются по разным признакам, так что когда у вас наберется их большое количество, то не составит труда разобраться. Давайте добавим новый проект и посмотрим, как это работает. Заголовок проекта. Для примера добавлю Mercedes, который мы строили на стриме. Сайт предлагает несколько статусов, например, идеи, в процессе, завершен, заморожен или же отменен. Этот проект у меня в процессе. Масштаб 1 к 35. Тема. Тема здесь подставляется автоматически, достаточно начать набирать. Вот таким вот образом нашлась подходящая тема.
А если вы не знаете, как ее правильно сформулировать, то проще перейти на страничку набора и посмотреть, какой теме принадлежит набор. И таким образом выбрать правильную тему. Создаем проект. Далее нам открываются дополнительные настройки, подзаголовок, описание. Описание можно сделать достаточно обширным и рассказать о своей работе. Добавлю подзаголовок и фотографию для обложки. Размер обложки здесь обозначен. Добавил обложку. Далее можно добавить дату начала проекта. И здесь также можно разместить персональные заметки. Они будут видны только вам. Также проект можно добавить в коллекцию. Но о коллекциях расскажу чуть позже. Самая важная часть проекта – добавление продуктов. То есть те элементы, из которых ваш проект состоит. Если их не добавить, то появится надпись «Сделан с нуля». Итак, найдем наш Mercedes. Вот она, эта модель, которую я использую в проекте. Нажимаем «Проекты», «Добавить» в нужный проект. Но справедливости ради я добавлю сюда еще одну модель. Поскольку из этой коробки я использую пластик, а вот из этой использую декали. Кстати, если здесь среди подобранных продуктов нет того, который вам нужен, то сохраняйте проект, переходите в свои запасы и добавляйте нужную модель уже оттуда. Обычно сюда подтягиваются модели согласно вашей теме, но не всегда это срабатывает. Или же, например, вам в проект нужно добавить то, что не отражено в основной теме проекта. После того, как мы закончили наполнять проект, сохраняем его. Появилась обложка и появились некоторые добавленные детали. Давайте посмотрим, как это выглядит. Вот так смотрится страница нашего проекта. Здесь основная информация, обложка, используемые элементы. И ниже нам предлагается добавить фотоальбомы. Давайте это и сделаем. Название альбома. Пока оставлю без описания. Проект подвязан автоматически. Сохраняем альбом. Теперь можно добавить фотографии. Мне очень понравилось, что на этом сайте загрузка фотографий происходит с помощью перетаскивания. Это очень быстро и очень удобно. Ограничения на количество фотографий я не нашел, что также большой плюс. Я перетащил на сайт фотографии, ждем, пока загрузится. После загрузки фото сохранять ничего не нужно. Единственное, что можно внести какие-то исправления. Нажимаем «Manage». И здесь, например, можно изменить порядок фотографий, добавить подписи под каждое фото, а также назначить изображение в качестве обложки. Перейдем теперь на страницу проектов и посмотрим, как это выглядит. Кстати говоря, пока готовил ролик, у Miniart вышла потрясающая новинка. Вот такой вот трофейный автобус ГАЗ, дополненный огромным количеством аксессуаров. Рекомендую перейти на сайт и ознакомиться. Мне вот уже пришла в голову мысль сделать такую вот бригаду скорой технической помощи. Итак, найдем наш проект. Вот он, Mercedes Type 170V. К нему прилагаются два набора и один фотоальбом. Внутри также уже появился альбом. Здесь отражаются первые несколько фотографий. В списке альбомов новый добавленный альбом также появился. Здесь, в принципе, отражаются все альбомы, которые добавлены и привязаны к нашим проектам. Но создаваемые альбомы не обязательно привязывать к проектам. Можно просто создать альбом на этой странице. Но тут есть такой нюанс, что в альбомах нет фильтра. И, соответственно, альбомы, не привязанные к проектам, могут затеряться в общей массе. Так что я все же для себя решил привязывать фотоальбомы к проектам, а среди проектов уже можно отфильтровать результаты по нужному запросу и найти то, что необходимо.
Но это еще не все, что можно добавить к проекту. Давайте перейдем в один из моих начатых, например, в трамвай. И вот в этот проект я уже добавил большое количество используемых красок. На мой взгляд, это очень удобный функционал. С его помощью, во-первых, каждый посетитель может без лишних вопросов узнать, какие краски вы использовали в проекте, да и вы сами можете просмотреть и освежить свою память. Со временем все-таки забывается, что и где было использовано. А таким вот образом очень удобно расписано. Например, для экстерьера использованы следующие цвета, для интерьера вот такие, ну и для деталей использовалась латунь от Хамы. Сейчас покажу, как добавить краски в проект. Для этого нужно перейти в запасы, отфильтровать результаты по краскам, так удобнее, и с помощью фильтра найти необходимое. Например, я отфильтровал результаты по цвету желтый, и вот этот желтый цвет я планирую использовать для модели Mercedes. Напомню, его верхняя часть кузова должна быть желтой, а нижняя зеленой. Аналогичным образом, как мы добавляли модели, добавляем краску в проект. Добавить в проект. Выбираем нужный. Добавить. И выбираем, для чего эта краска нам понадобится. Например, экстерьер, интерьер, везеринг, детали или же грунт. Эта краска нужна для экстерьера. Сохранить настройки. Таким же образом в проект добавляем все необходимые краски и химию. Точно так же можно добавить даже инструменты. И вот сейчас добавленная краска появилась в нашем новом проекте. Немецкий желтый используется для экстерьера. Вот такое управление проектами предлагает сайт ScaleMates. На мой взгляд, исчерпывающие и очень удобные инструменты. Все содержимое проекта как на ладони. Информация, наборы, краски и фото процесса стройки. К проекту можно добавлять несколько альбомов. Например, в разных альбомах вы можете собирать отдельные элементы диорамы или же, например, добавить альбом с собранной моделью. Тут уж все на ваше усмотрение. И вот еще момент, напомню, где появляется наш созданный проект. А появляется он в самом низу на странице продуктов. Вот он. То есть, таким образом, ваши стройки будут видны всем, кто интересуется этим набором. И последнее, что хочу показать в личном кабинете, это статьи. Статьи добавляются с посторонних сайтов, и мне сейчас не на чем привести пример. Но хотя бы давайте нажмем на кнопку «Добавить». Вот здесь сайт нам предлагает добавить URL статьи, и по сути на этом добавление будет завершено. Здесь также сказано, что не нужно использовать этот инструмент для добавления страниц с фотобанков, форумов и подобных сайтов, только для добавления полноценных статей с ваших личных ресурсов. Думаю, когда я запущу свой сайт, буду использовать и этот функционал. И нет, статьи это не последнее, что я хотел здесь показать. Еще у нас остались коллекции. Коллекция объединяет под собой несколько проектов. Например, я здесь создал такие коллекции: пожарная часть, грузовики Mercedes, семейство Opel, железная дорога, семейство Т-54, Т-55. Давайте создадим новую коллекцию и посмотрим на процесс поближе. Здесь все просто: название, описание, создать коллекцию. Для коллекции также можно добавлять обложки, и размер здесь немного отличается от проектов. Статус коллекции также может быть разным, и он совпадает со статусами проектов. Эта коллекция у меня в процессе. Также можно указывать дату начала и дату завершения, потраченное время, и, конечно же, к коллекции можно прикреплять проекты. Например, в семейство Mercedes у меня пойдет только что созданный проект Mercedes-Benz Type 170. Позиция – это, я так понимаю, порядковый номер проекта в коллекции. Сохраняем настройки, обложку пока добавлять не буду. Посмотрим коллекцию. Здесь нет комментариев или какого-либо дополнительного функционала,
Коллекция – это просто группировка проектов для вашего удобства. Один проект может принадлежать нескольким коллекциям. Например, в семейство Mercedes я добавлю фургончик на базе 170V, но одновременно с этим фургончик будет принадлежать коллекции грузовых автомобилей Mercedes. Коллекции, на мой взгляд, немного пересекаются с проектами, и пересекаются вот в чем. Например, вы можете создать аналогичный проект семейства Mercedes или семейства Opel, добавить сюда ряд моделей и работать с этими моделями в рамках проекта. Но все же я для себя определил одно отличие между коллекциями и проектами. Например, если вы планируете объединить несколько Мерседесов на одной подставке и назвать эту работу семейством Мерседесов, то, пожалуй, это один проект. Но если же у вас модели собраны отдельно и стоят на полке отдельно, то правильнее их объединить в одну коллекцию. Но и проект уже под каждую модель будет самостоятельный. Или вот, например, если я вот эти вот наборы планирую собрать на одной диораме, то это один проект. Если же, например, я их соберу и по отдельности поставлю на полке, то правильнее будет их сгруппировать в коллекцию. Вот такие вот отличия я для себя определил. Но повторюсь, как организовать личный кабинет, вы уже будете решать самостоятельно. В любом случае, обязательно поделитесь вашей страничкой в комментариях. Мне будет очень интересно посмотреть. И последний аспект сайта, который я хочу вам показать, это социальная сеть. Для того, чтобы перейти в ленту новостей, нужно нажать на соответствующую страницу. В ленту попадают все добавленные проекты, альбомы, а также оставленные комментарии. Вот здесь сразу можно увидеть добавленные работы участников, можно отмечать понравившиеся лайком, можно комментировать. Одним словом, делать все то, что мы делаем в других социальных сетях. Вот здесь появился и мой альбом. Новостная лента также фильтруется по множеству параметров, ну а также можно показать, например, только ваши выбранные темы, только ваши масштабы, или же показать работы друзей. Кстати, темы и масштабы – это то, что мы выбирали в личном кабинете. Конечно, по сравнению с другими социальными сетями здесь функционал не настолько широкий, но тем не менее достаточный, чтобы общаться и демонстрировать друг другу свои работы. Самое главное, на мой взгляд, что здесь управление проектами организовано именно так, как необходимо моделисту. То есть добавление информации, используемых моделей, красок и так далее. Пожалуй, это главное преимущество и отличие сайта от других социальных сетей, где можно добавлять просто ряд альбомов. Сообщество на сайте в основном англоязычное, но если я вас смог заинтересовать этим сайтом, то вливайтесь в коллектив и будем расширять нашу русскоязычную диаспору. И еще нюанс, когда ваш проект комментируют, он поднимается в топ новостной ленты. То есть таким образом можно подогревать интерес к своему проекту, добавлять в комментарии новые серии сборки на YouTube и так далее. Одним словом, этот сайт может действительно стать хорошим инструментом для продвижения канала и расширения аудитории. Также в новостной ленте появляются и все добавляемые обзоры. Сейчас, кстати, покажу, как это делается. Вернемся к нашему Мерседесу. В самом низу списка добавленных обзоров нужно нажать на кнопку Add Preview и добавить URL с YouTube или вашего сайта. После добавления превьюшка появится в этом списке. Ну и, конечно же, в ленте новостей. Пожалуй, это все, что хотелось рассказать и показать по сайту ScaleMates. Действительно, информации очень много, поэтому если я что-то упустил или у вас остались вопросы, то напишите в комментарии, и я на них отвечу. Ну а в целом здесь все достаточно понятно. Так что присоединяйтесь к сообществу, буду рад видеть у себя в друзьях. На этой ноте свой ролик я буду заканчивать. Ставьте лайки, если вам было интересно, и подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали. Я благодарю вас за внимание, всем пока и до новых встреч!